Всем привет! Недавно я получил заказанный с AliExpress интересный аксессуар для велосипеда Antusi A8. Он совмещает в себе функциональность нескольких устройств, а именно сигнализации, задней мигалки, стоп-сигнала и звонка. Подробного обзора на него я не нашел, поэтому решил сделать его сам. С подобными устройствами я уже знаком. У меня уже есть предшественник данной модели Antusi A6. По ходу обзора я буду делать не отсылки и сравнивать обе модели. Кроме того, я покажу, как можно своими руками устранить некоторые недочеты устройства. Поехали! Устройство пришло вот в такой коробке. Не буду делать псевдораспаковку, просто рассмотрим комплектацию. Что здесь имеем? Собственно, устройство. Зарядный USB кабель. Обратите внимание на длинный штекер. Возможно, не каждый кабель подойдет, поэтому постарайтесь не потерять его. Крепление устройства на седло. Крепление на подседельную трубу, которая фиксируется в двух положениях. Винт с головкой для фиксации устройства в креплениях. Шестигранный ключ для установки креплений. Пульт управления. Крепление для пульта. Резиновая прокладка и стяжки для установки крепления для пульта. Также есть документация на китайском и английском языках. Несмотря на корявый перевод и неточности, в ней нашлась полезная информация, но об этом попозже. Хотел бы заметить, что пульт и все крепления полностью совпадают с предыдущей моделью, поэтому я оставил старое крепление для пульта на руле. Характеристики устройства сейчас показаны на экране. Пройдемся по некоторым из них поподробнее. В качестве источников света в устройстве работают 6 светодиодов, столько же, сколько и в старой модели. Общая яркость выглядит одинаковой. Отличается лишь форма светового пучка. В новой модели его сделали круглым за счет рефлектора. В старой он продолговатый. Устройство имеет встроенный аккумулятор, подзаряжаемый через разъем microUSB. Его емкость, согласно документации, обеспечивает непрерывную работу устройства в течение от 20 до 40 часов, в зависимости от режима работы. Длительность работы в режиме ожидания заявлена в 4 месяца. По моим прикидкам, одного заряда вам хватит минимум на 2 недели поездок по городу. Когда заряд подходит к концу, устройство заранее предупреждает об этом. Задняя фара начинает светить тусклым светом, а при постановке и снятии сигнализации слышен дополнительный сигнал. Форма устройства напоминает кубик, скругленный с одной стороны. Кто-то говорит, что форма старой модели была лучше, поскольку позволяла крепить ее глубоко под седло, в более защищенное от воров место. По крайней мере в моем случае это не так. У меня целый набор седел, и я могу закрепить устройство так глубоко только на одном из них. А чтобы закрепить на втором, я вынужден был сделать вот такое углубление на корпусе. Если же крепить старое устройство в перевернутом виде, будет больше риск попадания влаги, хотя бы со стороны кнопок. Собственно, у меня это так и произошло в дождливый день, когда я закрепил старую сигнализацию на подседеле. У новой модели корпус собран в этом смысле лучше. Кнопка одна, и она закрыта силиконовой мембраной. Заглушка разъема microUSB тоже выглядит лучше. В пульте используется батарейка типа A27. Такая же, как в некоторых автомобильных сигнализациях. По моему опыту ее заряда хватит более чем на год. Перейдем, собственно, к пульту. Он имеет 4 кнопки управления. Кнопка постановки на сигнализацию. Кнопка снятия сигнализации. Кнопка управления задним светом. И кнопка управления звонком. Кнопки пульта по отдельности нащупываются плохо. Этот маленький выступ на кнопке звонка тоже неэффективен. Чтобы хоть как-то устранить такое неудобство,
Я наклеил на кнопку звонка вот такую силиконовую нашлепку. Теперь я могу быстро и не глядя найти ее пальцем на ощупь. А могу еще быстрее просто хлопнуть ладонью сверху. По моему опыту, это самая срочная кнопка, которую надо найти быстрее всего. Также, после такой модификации, можно легко, хоть и не так быстро, найти кнопку управления задним фонарем. Она будет сразу же над кнопкой звонка. Кнопки же управления сигнализацией требуют не срочного, а скорее зрячего взаимодействия, поэтому я их не трогал. Как отвязывать и привязывать пульты к устройству? Чтобы отвязать пульт, точнее все пульты, нужно стереть их привязки из памяти устройства. Для этого нужно зажать кнопку на корпусе устройства на 7 секунд. До вот такого сигнала. Все, теперь все привязки удалены и ни один пульт с устройством не работает. Чтобы привязать пульт к устройству, нужно зажать ту же кнопку на 3 секунды до сигнала и затем нажать любую кнопку на пульте. Все, теперь этим пультом можно управлять устройством. К устройству можно привязать до 3 пультов. Дополнительные пульты можно заказать у продавца. Можно также использовать пульт от предыдущей модели Antusi A6. Вся эта процедура аналогична на предыдущей версии устройства. Почти ничего не поменялось. Установка устройства на седло достаточно очевидна. Крепление устанавливается на рейлинге под седлом и затягивается шестигранным ключом. Затем в паз вставляется основной модуль до щелчка. И окончательно фиксируется комплектным винтом с головкой. Некоторые скептики утверждают, что теперь злоумышленнику стало проще снять сигнализацию, но, как видно, это вряд ли удастся сделать быстро, тем более при включенной сигнализации. Установка на подседельной шторе выполняется еще проще, но я не хочу советовать этот вариант, ведь так устройство будет гораздо более уязвимым перед злоумышленником. Установка крепления для пульта тоже проста. Резиновую прокладку с самоклеющейся стороной крепим на основании и стяжкой затягиваем вокруг руля. Хочу заметить, что встречается еще один тип подседельного крепления, которое крепится на стяжках, так что будьте внимательны во время выбора и заказа устройства. Еще один момент. Подседельное крепление сделано из жесткого пластика и при чрезмерной нагрузке может треснуть. У меня уже был этот случай, надеюсь, виден клеевой шов. Чтобы снизить риск повторения, я под затяжной болт подложил резиновую шайбу. А разбор функциональности начнем с самого простого – со звонка. Звонок включается самой нижней кнопкой пульта. После показанной ранее модификации пользоваться им стало гораздо проще. Есть 3 варианта звукового сигнала. Их можно менять по кругу, зажав на 6 секунд ту же кнопку на пульте. Для себя выбрал первый вариант, который был установлен по умолчанию. Звонок можно также использовать для поиска своего велосипеда, благо пульт работает на расстоянии нескольких десятков метров. Задняя фара имеет 4 режима работы, которые переключаются по кругу соответствующей кнопкой пульта. Точно так же можно переключать эти режимы коротким нажатием кнопки на самом устройстве. Теперь подробнее об этих режимах. Дело в том, что они разделены на 2 группы, которые работают по-разному. Первые 2 режима из показанных работают в умном режиме, вторые 2 по старинке, то есть работают непрерывно до ручного отключения, как это было в предыдущей модели.
На эту информацию меня навела документация, где вопреки плохому переводу удалось понять, что не все режимы одинаково полезны. Позже я наткнулся на AliExpress на похожую информацию. В итоге я обобщил эти сведения в более удобочитаемой таблице. Алгоритм работы в умных режимах следующий. После включения устройства или смены режима фара в любом случае светит в этом режиме еще 25 секунд. Очевидно, для контроля правильности выбора. Затем фара будет светить при выполнении двух условий. Если наружная освещенность ниже определенного уровня и если с момента последнего движения прошло менее 25 секунд. Уровень освещенности примерно соответствует сумеркам сразу после заката. Вот типичные случаи работы умных режимов. Первый. Если днем с открытой местности въехать в темный тоннель, фара включится автоматически, а при выезде из тоннеля фара автоматически выключится. Второй. Если в темноте остановиться и оставить велосипед в покое, фара будет светить еще 25 секунд, а потом выключится. Таким образом, в умных режимах устройство можно вообще не выключать вручную. Оно само будет отключать фару, когда надо. Такой подход с двумя типами режимов можно только поприветствовать. Если вам нравятся умные режимы, вы пользуетесь одним из двух на свой вкус. Если же вы хотите, чтобы фара работала постоянно, у вас есть стандартные режимы, опять два на выбор. Если же вам категорически не нравится такое умное поведение, но хочется все 4 режима фары, можно заблокировать или вывести из строя датчик освещенности. Он находится в верхней части устройства. Стоп-сигнал срабатывает автоматически на включенном устройстве при торможении. Он работает в любом режиме работы фонаря. При срабатывании фонарь загорается максимально ярким светом. Перейдем к работе сигнализации. Она довольно чувствительна как к вибрации, так и к наклону. Вот стандартный сценарий ее использования. Ставим на сигнализацию кнопкой на пульте. Звучит сигнал подтверждения. Через 2 секунды сигнализация активна. Если ее потревожить, сначала звучит предупреждение. А при повторном срабатывании уже звучит сирена. Сирену можно отключить при снятии сигнализации. И срабатывать сирена будет в промежутке от 2 до 12 секунд. Если ее не отключать, то она будет звучать в течение 19 секунд, а затем снова вернется к начальному состоянию с предупреждением. Если успеть потревожить сигнализацию в том промежутке в 2 секунды после постановки, то она не сработает. Предполагается, что это время нужно, чтобы дать велосипеду успокоиться. Если же после предупреждающего сигнала прошло более 12 секунд, то опять будет звучать предупреждение. Старое устройство имело один косяк, хорошо описанный в подробном обзоре Antusi A6. Ссылку найдете в описании. Как этот косяк проявлялся? После того, как отзвучала сирена, нужна мертвая пауза, то есть 5 секунд покоя, чтобы устройство снова стало на сигнализацию. И если постоянно тревожить велосипед, к примеру ехать на нем, чтобы не наступили эти 5 секунд покоя, сигнализация не активизируется. Проверим, имеет ли такой же косяк новая модель. Предупреждение. И 19 секунд сирены. Как видно, производитель сделал работу над ошибками. Молодцы! Какие выводы можно сделать относительно данного устройства? На мой взгляд, оно оправдывает свою стоимость, совмещая в себе несколько полезных и качественно реализованных функций и предоставляя некоторый выбор в настройках. Из недостатков я бы отметил крепление устройства. Одно из них слишком хлипкое и незащищенное, второе не мешало бы сделать менее хрупким и более вандалоустойчивым. И если сравнивать с предыдущей моделью, то здесь производитель выполнил работу над ошибками. Исправил косяк с мертвой паузой в сигнализации, улучшил водоустойчивость корпуса. Также есть интересное нововведение
такие как стоп-сигнал и два типа режимов фонаря. Стоит отметить умные режимы. Единственный спорный момент – это форма корпуса. Все же старую модель в некоторых случаях можно спрятать под седло и затруднить намеренный вывод из строя. Мне же новое устройство понравилось, и я могу смело рекомендовать ее к покупке. До новых встреч!